Исторические данные показывают, что февраль является одним из лучших месяцев для биткоина и, следовательно, для всего рынка. Но на фоне последних новостей возникают некоторые сомнения, что исторический тренд продлится и в этом году. Сейчас грядут перемены, способные потрясти мировую экономику, ведь торговая война Трампа уже вышла за рамки двусторонних конфликтов и грозит перерасти в глобальное экономическое противостояние. Это усиливает напряжение на международных рынках и заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии. Многие аналитики прогнозируют, что мир стоит на грани возможного кризиса, и все больше факторов указывают на неопределенное будущее. На фоне новых тарифов против Канады, Мексики и Китая, которые начали действовать 1 февраля, индекс доллара стремительно растет, достигая недельных максимальных уровней. Это первый тревожный сигнал, на который отреагировали инвесторы Уолл-стрит под конец рабочей недели, что также вызвало тревожность у криптоинвесторов, особенно после первой паузы от ФРС. Конечно, начало этой торговой войны вызывает вопросы о долгосрочном влиянии на рынки рискованных активов, ведь из-за роста цен есть угроза возврата инфляции, что в сочетании с высокими ставками ФРС ограничивает приток капитала на крипторынок. Представители Канады уже отреагировали на действия Трампа и заявили, что они будут отвечать жестко, что только накаляет обстановку в ближайшее время, из-за чего все с опасением ожидают начала торгов на фондовых рынках в понедельник. Но сегодня в ролике мы на основе последних данных постараемся максимально подробно разобрать, что нас будет ждать в феврале и сможет ли он стать зеленым месяцем, как это было несколько лет подряд. Ведь несмотря на экономические факторы, биткоин впервые закрыл месяц выше 100 тысяч. Сегодня мы разберем, как новые тарифы Трампа будут влиять на экономику, акции и само собой крипту. Также я проведу теханализ биткоина с использованием сетевой метрики, ведь некоторые индикаторы все же сигнализируют о росте и даже достижении нового максимального уровня уже в феврале. И дополнительно мы поговорим про альты, которые ожидают рекордной разблокировки в феврале, ведь только Суи выпустит на рынок новые токены на сумму 322 миллиона долларов. Поэтому, чтобы узнать, каким будет февраль 2025 года для крипторынка, обязательно смотрите это видео до конца, а перед просмотром поставьте лайк, ведь следующим видео может стать топ самых прибыльных монет на этот месяц, который выйдет, как только вы поставите 2000 лайков. Я благодарен каждому, кто поддерживает наш канал Coin22 лайками и комментариями. И, кстати, по традиции напишите ваше мнение, сколько будет стоить биткоин в конце этого месяца. Всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Что ж, дорогие друзья, наступил февраль, а это значит, что сейчас самое время получить не только подробный прогноз на месяц, но и календарь важных событий, чтобы заранее готовиться к волатильности на рынке. А такой календарь уже получили подписчики нашего телеграм-канала, где ежедневно публикуются самые актуальные новости и множество важной информации, на которые вы можете зарабатывать вместе с нами. Так что если вы еще не подписаны, подписывайтесь и сохраняйте себе наш криптокалендарь. Что касается новых тарифов, то ситуация, мягко говоря, напряженная. Трамп с 1 февраля ввел пошлины на импорт товаров. На конференции пресс-секретарь Белого дома заявила, что тарифы составят 25% для Мексики и Канады и 10% пошлин для Китая за нелегальный фентанил. Трамп заявил, в конце концов мы введем пошлины на чипы, мы введем пошлины на нефть и газ. Это произойдет довольно скоро, примерно 18 февраля. Однако он сделал оговорку по поводу канадской нефти. Ее пошлины пока будут только 10%, но позже планируется расширение тарифов на нефть и газ. Это заявление уже отправила цены на нефть в эту пятницу вверх. Трамп также добавил, мы собираемся ввести пошлины на сталь, алюминий и в конечном итоге медь. Медь потребует намного больше времени, но это произойдет быстро. Еще Трамп объявил о планах ввести пошлины на фармацевтическую продукцию, назвав это частью более широкой стратегии по возрождению промышленности США. Он сказал, мы собираемся построить тарифную стену, чтобы вернуть препараты в Америку. Трамп уверен, что пошлины будут эффективными и поднимут экономику США, хотя экономисты предупреждают, что они могут повлиять на потребителей, повысив цены на многие товары, включая продукцию из Китая и Мексики. Ну а что же по этому поводу думают сами страны? Премьер-министр Канады не стал скрывать, что предстоящие дни могут быть непростыми для его страны из-за тарифных угроз Трампа. Тем не менее, Трюдо заверил канадцев, что их правительство готово к ответным шагам. Я не буду приукрашивать. В ближайшие дни и недели наша страна может столкнуться с трудными временами, заявил премьер, добавив, что Канада примет решительные, но разумные
меры, если США введут пошлины. При этом он четко обозначил готовность к ответным шагам и сказал: если Трамп выполнит свои угрозы, мы также будем действовать. Вариантов действий несколько, и каждый из них имеет свои последствия. Первое, что может сделать Оттава, внести целевые тарифы на американские товары. Такой подход уже использовался ранее, когда США обложили китайский алюминий и сталь дополнительными тарифами. По сути, Канада ведет пошлины на сумму, равную американским тарифам. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Это позволит показать жесткую позицию, но есть риск усиления инфляции и экономических проблем внутри страны. Есть и более радикальный вариант, который касается энергетики. США зависят от канадской нефти, а также электроэнергии. Ограничение поставок ударит по ценам на бензин и электроэнергию. Однако такой шаг вызовет серьезное противоречие внутри самой Канады, особенно с нефтяными провинциями. Канаде придется принять непростое решение, ведь ставки в этой торговой войне слишком высокие. А какое влияние будет на главного противника, а также торгового партнера США Китай? В ответ на угрозу новых тарифов, китайские компании начали активно переносить производство в Юго-Восточную Азию, а именно в Камбодже и Вьетнам, чтобы избежать повышения пошлин. Однако уйти от Китая полностью невозможно, ведь он очень активно торгует с Америкой. Так или иначе, китайские производители продолжают надеяться на дружелюбные переговоры с США, чтобы избежать торгового кризиса. Ведь американцы, несмотря на санкции, все равно будут покупать китайские товары. Вопрос лишь в том, откуда и по какой цене. Но что самое интересное, могут ли эти тарифы повлиять на Америку? Отвечу сразу да, и очень сильно. Когда Трамп вводит тарифы, в теории этот налог платят американские компании, которые импортируют товары. Но это далеко не все. Как это работает? Если импортеры решат переложить стоимость тарифов на конечного покупателя, то цена на товары вырастет, а значит американцы будут платить больше за те же самые товары. Вот простой пример. Когда Трамп в 2018 году ввел тариф 50% на стиральные машины, цены на эти товары выросли примерно на 12%, что увеличило расходы американских потребителей на $1,5 миллиарда в год, за счет чего есть высокие риски роста инфляции. Но зачем тогда нужны эти тарифы, если они такие рискованные? Суть всей этой торговой войны – наказать страны за действия, которые, по мнению Трампа, нанесли ущерб американским интересам. В то же время экономисты прогнозируют, что такие меры скорее обострят проблему дефицита торговли, чем решат ее. Торговля с Канадой и Мексикой составляет огромную часть их экономики, и для них эти тарифы станут катастрофой. А вот для Китая они не будут столь разрушительными, ведь страна активно снижает свою зависимость от экспорта в США и находит новые рынки. Экономисты Goldman Sachs посчитали, что эти тарифы могут увеличить инфляцию на 0,7% и сократить ВВП на 0,4%. В целом это действительно негативный, как минимум краткосрочный фактор для рискованных активов, который будет влиять на рынки в феврале. И хоть и некоторые аналитики считают, что тарифы на самом деле служат лишь переговорным инструментом Трампа, фондовый рынок успел отреагировать падением в пятницу, когда подскочил индекс доллара. Причем реакция биткоина была аналогичной. И сейчас Уолл-стрит с напряжением ждет начала торгов в понедельник, ведь страны могут активно начать закупать доллар, повышать его индекс и создавать давление на рискованные активы, за счет чего в ближайшее время крипторынок будет волатильный и может даже зафиксировать резкую просадку. Но это не повод переживать, ведь на падении можно зарабатывать точно так же, как и на росте, что уже сделали участники нашей подписки Coin22 Pro на сделке по Solana. Наши профессиональные аналитики заранее предоставили точки входа в шорт, которые позволят заработать от 80% профита. Также участники Pro заработали от 75% на росте Uniswap, от 70% на падении OP и еще на многих других сделках во время этой недели. Но кроме вот таких готовых сделок, мы также предоставляем пошаговое обучение, которое позволяет абсолютно каждому новичку получить самые необходимые знания для трейдинга, чтобы начать зарабатывать на крипторынке. Ведь обучение состоит из информационной теории, а также полноценной практики со специалистами. Дополнительно для каждого участника Pro собирается индивидуальный спотовый портфель. И, кстати, именно сейчас подходящее время для покупки на просадке. Как я сказал ранее, в первую неделю февраля мы столкнемся с волатильностью на рынке. Но чтобы использовать это движение в свою пользу, необходима качественная аналитика, которую вы можете получить благодаря подписке Pro. Поэтому, чтобы оставаться в плюсе даже во время падения, переходите и напишите нам по ссылке в описании.
Конечно, учитывая вышеперечисленные факторы, которые связаны с новыми тарифами Трампа, мы можем столкнуться с краткосрочным откатом, как это было в пятницу, после заявления с Белого дома. Но все же, каким будет февраль 2025 года для биткоина? Во-первых, рост доллара, спровоцированный тарифами, усиливает его статус как активоубежища, что негативно сказывается на крипторынке. В краткосрочной перспективе это может привести к еще большему укреплению доллара и снижению привлекательности крипты для инвесторов, так как инвесторы часто выбирают более стабильные валюты в условиях неопределенности. Однако, как показал опыт торговой войны США с Китаем, инфляционное давление может усилить интерес к рынку крипты, особенно к биткоину, который также рассматривается как цифровое золото. Также исторические данные показывают, что в периоды экономической нестабильности, как это было во время торговой войны с Китаем, биткоин фиксировал рост, так как инвесторы искали защиту от волатильности традиционных рынков. Правда, сейчас биткоин более сильно коррелирует с фондовым рынком, особенно с акциями технологических компаний, что делает его более уязвимым к глобальным экономическим проблемам. Поэтому риски краткосрочных просадок в ближайшее время есть. Тем не менее, биткоин впервые закрыл месяц, а именно январь, выше 100 тысяч. Как вы думаете, что это значит? На самом деле для биткоина это очень положительный сигнал. Причем, несмотря на падение рынка в последние дни, мнение аналитиков скорее настроено на рост, особенно если учитывать индекс страха и жадности. Как я сказал ранее, вероятно в феврале нас будет ждать высокая волатильность, как это было с биткоином в ноябре после победы Трампа, когда его цена летела к новым максимальным уровням. Биткоин двигался выше своих прошлых максимумов после пробоя 100 тысяч. Сейчас на рынке наблюдается похожая ситуация, и многие аналитики настроены на то, что в первом квартале 2025 года мы можем увидеть новый максимум. Исторически февраль показывал среднюю доходность 13,6%, что делает его одним из самых сильных месяцев для биткоина. Вот эта таблица ежемесячной доходности биткоина показывает, что за последние 12 лет биткоин рос 10 из 12 раз в феврале. В прошлом году биткоин вырос на 43,5%. В 2023 году его цена почти не изменилась, а в 2022 году он вырос на 12%. Такой устойчивый средний показатель февраля дает инвесторам надежду на положительную доходность в начале 2025 года. Средняя доходность за эти 3 года составляет более 40%. Каждый из этих февральских дней отражает бычий импульс, который часто следует за халвингом, который в свою очередь вызывает сокращение эмиссии биткоина и увеличением спроса на рынке. Также, согласно анализу Glassnode, большой объем биткоина был куплен и продан в диапазоне 94 тысячи и 101 тысяча долларов за последние 45 дней. Это создает плотный диапазон предложения около уровня 98 тысяч. Анализ показал, что уровень 98 тысяч становится ключевой зоной разворота для следующего движения биткоина, поскольку эта точка выступает как сопротивлением, так и поддержкой. Она, вероятно, повлияет на будущее ценовое движение биткоина. Glassnode предупредил трейдеров о необходимости внимательно следить за ситуацией и написали, чем дольше цена консолидируется в пределах или выше этого диапазона, тем сильнее эта область будет выступать в качестве поддержки при коррекциях и сопротивления при росте. Таким образом, биткоин может протестировать 50-дневный EMI выше уровня 98 тысяч, перед тем, как покажет рост в феврале. Индикатор импульса RSI находится в нейтральной зоне, а это значит, что трейдеры ждут больше экономических новостей, чтобы оценить обстановку. В самом худшем случае биткоин может упасть до 100 EMI, где проходит восходящая линия тренда, но учитывая сильную поддержку в этом диапазоне, скорее всего произойдет быстрый отскок. В недавнем отчете Glassnode подчеркивается, что текущий бычий рынок демонстрирует похожее движение с циклом 15 и 18 годов. Также остатки биткоина на биржах упали до 2,7 миллиона биткоинов по сравнению с 3 миллионами, которые были в июле прошлого года. Сейчас основным двигателем рыночных циклов остается ротация капитала от долгосрочных держателей к новым инвесторам. После двух волн распределения размер и скорость капитала текущего цикла отражают бычьи рынки конца 17 и начала 21 года. Это говорит о том, что в краткосрочной перспективе может последовать фаза истощения спроса, что потенциально приведет к просадке. Тем временем данные CryptoQuant показали, что только в январе розничные инвесторы отправили на Binance 6 тысяч биткоинов на сумму 625 миллионов долларов. Конечно же для продажи, но несмотря на это, киты и большие холдеры сократили свои продажи до минимума, что сохраняет долгосрочный восходящий тренд. Также сегодня мы говорили о том, что биткоин закрыл первый месяц года положительно. Согласно данным, первый месяц нового года указывал на будущую динамику рынка в течение всего года. Например, если январь закрывается на положительном уровне, то весьма вероятно, что весь год будет положительным. И наоборот, теперь мы видим, что биткоин вырос с начала года, что усиливает положительный прогноз на весь 2025 год. Также с точки зрения теханализа, биткоин снова рисует боковую коррекцию в виде треугольника, что
является моделью продолжения. Имеется в виду, что такая фигура дает большие перспективы на обновление нового максимума уже в феврале. Именно это движение будет влиять и на многие другие монеты. Но помимо биткоина, на альты повлияют большие разблокировки, которые ожидаются в феврале, на сумму 3,9 миллиарда. Согласитесь, довольно большая сумма. Данные платформы Tokenomics показали, что более 60 токенов, включая SUI, Aptos, Sandbox, Arbitrum, Avalanche, INA, EMX и другие, увеличат свое оборотное предложение в феврале. Среди всех лидирует SUI, который выпустит токены на 322 миллиона. После него идет Aptos на 101 миллион, а также Arbitrum на 71 миллион долларов. Увеличение предложения без должного спроса, который вероятно будет низкий в ближайшее время, является негативным фактором для цены монеты, за счет чего выше перечисленные альты рискуют зафиксировать локальное снижение, но для некоторых из них это может стать отличной возможностью для покупки, как например SUI или INA. Правда, об альтах, которые стоит покупать в феврале, мы будем говорить уже в новом топе, поэтому обязательно поставьте лайк, чтобы видео вышло как можно раньше. Подводя итоги сегодняшнего ролика, можно сказать, что хотя в краткосрочной перспективе тарифы Трампа внесут некоторую неопределенность, в целом тренд на февраль остается позитивным. Учитывая последние данные, самой напряженной будет первая и вторая неделя месяца. Далее все эти опасения должны утихнуть, и ближе к концу февраля биткоин может постараться пробить новый максимум выше 110 тысяч, но при условии, что Трамп не будет подливать масло в огонь и стимулировать рост доллара. За этим всем мы, конечно же, будем следить, и как только появится новая важная информация, мы обязательно поделимся ею с вами. Так что не забывайте подписываться, переходить в наш Telegram, где вас ждет криптокалендарный февраль, ставьте лайки и пишите комментарии. А чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчик. Вам, как всегда, желаю удачи, до скорых встреч!